поговорим о саммите мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии. Конечно же, Кремль сразу же отреагировал. Они сказали, что все договоренности и все попытки равны нулю. Институт изучения войны, аналитики этого института говорят, что провокация Путина 14 июня, когда он сказал, что мы готовы к мирным разговорам, пусть ВСУ уходят с своей территории, 4 региона, да, Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области, и тогда вы не идете никогда в жизни своей НАТО, тогда прекращаем огонь. Как вообще можно оценивать вот эту провокацию? Удалась ли она Путину и саммит мира? На что рассчитывали союзники и чего не ожидал Путин? Сама по себе ситуация, когда вдруг появляется новая структура международного уровня, равная по силе и значимости ООН, она не имеет аналогов. Потому что никогда люди не собирались для того, чтобы решить такую важную проблему мира и войны в подобном составе. И Зеленский сделал блистательный совершенно ход, тем более, что выбрав в качестве основной площадки Швейцарию, ведь по большому счету он только что начал создавать ООН. Нынешняя ООН, она измельчала до уровня Гутерриша. Гутерриш мелок. Гутерриш, он не стратег. Гутерриш, он занимает это место только потому, что оно теплое, а не потому, что ему есть что сказать и как-то помочь человечеству. И поскольку полностью низведена суть ООН, и нужно решать огромное количество очень серьезных, в данном случае кровавых проблем, за которые никто не берется, Зеленский предложил новую конфигурацию, и мир его поддержал, потому что порядка 100 государств поняли тоже, что на самом деле есть необходимость создать новый весомый инструмент урегулирования, в том числе конфликтов между странами, не говоря уже о том, что решать вопросы войны и мира. И то, что состоялся саммит мира в Швейцарии, это удивительный пример человечества в кои-то веке, способного хоть до чего-то договориться. Казалось бы, на самом деле, сел в самолет и прилетел. Нет. За каждым твоим действием, особенно если ты представляешь целое государство, являешься первым лицом, всегда идет шлейф последствий. И то, что порядка 100 государств решились на подобный шаг, говорит о том, до какой степени, оказывается, мир-то договороспособен. Ведь везде постоянно что-то тлеет, какие-то конфликты, постоянно какие-то дрязги, где-то война, где-то экономические какие-то очень неприглядные под ковром интриги, где-то кто-то кого-то как-то пытается придушить, умертвить, как-то обыграть, обмануть. Есть конфликты разного уровня с разными последствиями, но в мире неспокойно. И никто никогда не может толком договориться ни с кем, и тем более нет единой площадки, где могут договориться все со всеми. А оказывается, это возможно. А оказывается, это необходимо. А оказывается, это только что было создано в Швейцарии. И у этой новой конфигурации, у нее, как одна из очень серьезных весомых политических особенностей, задача выполненная, была не позвать Россию, показать России место. Посмотрите, мир умеет договариваться без России. Мир умеет договариваться вопреки России. Мир умеет не принимать во внимание Россию. Да, на второй саммит, на третий, на пятый, конечно, можно будет. Но сейчас, когда эта организация родилась, она родилась без России. Оказывается, что в мире можно еще и не бояться русских, не озираться на русских, не переспрашивать, скажите, пожалуйста, а можно мы тут соберемся? Оказывается, можно решать вопросы без России. И это сама по себе внешнеполитическая победа Украины. Еще одна задача была на этом саммите публично выпороть Китай. Именно поэтому Китай и не поехал. Он потом будет искать поводы оказаться за этим столом, потому что там затеваются очень серьезные геополитические дела с серьезными экономическими последствиями. Для Китая это важно. Он должен так или иначе со своей крапленой колодой попытаться где-то хотя бы вот здесь, за этим столиком, разложить партию или сыграть в рулетку. Но Китай тоже должен показывать всему миру, что он что-то значит. А в данном случае не приехал и показал, что Китай, и без тебя можно обойтись. И сюда же в копилку тех, без кого можно обойтись, ООН решила, что она даже представителя никакого не пришлет, а Гутерриш в этот момент был занят. У него то ли рыбалка, то ли ему нужно было на осмотр к врачу, то ли у него котик заболел, нужно было к ветеринару. Занят он был. В то время, когда судьбы мира решаются на игральном столе войны, и человечество собирается всерьез обсудить эту перспективу, он не находит важным и необходимым присутствовать за этим столом. Ну, собственно, после этого можно его просто закрывать. Это структура, которая вообще лишена какого бы то ни было права открывать рот и кому-то что-то говорить.
И саммит мира– это такая хорошая заявка на новый миропорядок. То есть дверь в новый миропорядок открывается, ее открывает Украина. Швейцария помогает, при этом Швейцария на всякий случай выступает, как всегда, максимально толерантно, говорит, знаете, ну если там какой-нибудь уголовник, какой-нибудь преступник захочет приехать представлять здесь государство, то так, чтобы мы не исполним гаагский мандат и Путина не будем арестовывать. Ну, пусть приедет, что-нибудь скажет. Хотя у Путина в данном случае есть понимание того, насколько это опасно, и послать можно Лаврова, послать можно какого-нибудь вице-премьера, можно Мишустина того же. Так или иначе, представлять государство не обязан президент, которому страшно, что его посадят. Можно договариваться от лица любого другого руководителя подобного уровня, хотя в России все знают, что власть от Бога, а Бог поделился властью только с Путиным, больше ни с кем. И вот создан новый международный орган, у которого есть перспектива, потому что первое заседание, сплотившее половину земного шара, оно имеет пролонгированное действие, и уже намечается следующее заседание. И то, что необходимо этой структуре, это еще силовой блок. Потому что две международные организации, ООН и НАТО, показали, какие же они тряпки. Они точно такие же тряпки для вытирания пыли с ботинок Путина, как и руководители этих организаций Гутерриш и Столтенберг. И Рютте, который придет на смену Столтенбергу, точно такой же. Эти организации должны сейчас быть самыми главными действующими лицами. А их вообще не видно и не слышно. Бумажки какие-то они подписывают, что-то такое куда-то ратифицируют, и это не имеет никакого значения. Если бы, в принципе, эти организации были дееспособны, не нужно было бы, например, придумывать отдельно санкции ЕС, не нужно было бы создавать Рамштайн, который пытается подменить собой недееспособные структуры. А саммит мира, теперь уже подав заявку по факту на то, чтобы стать ООН, имеет возможность завести себе войска. У ООН есть войска. И у этого саммита мира они так и могут и называться. Не нужно даже ничего придумать. Саммит мира. А кто это там бомбардировками занимается? А чьи это танки? Так это саммит мира. Он сейчас тут вот в районе Кремля наведет порядок. Тоже не менее интересно получается. И понятно, что для Путина, для человека, сориентированного на заграницу, как всякий советский человек, он жизнь прожил в зависти перед заграницей. Он в юности мечтал о американских джинсах. Он детство положил на американскую жвачку. Он мечтал полистать журнал «Америка», который был абсолютно недоступен. И для него заграница – это цель, это самоцель. И на фоне заграницы он должен, конечно же, быть весомым, красоваться. И когда где-то на международной арене его в том числе так уж и быть, допускает до себя американский президент, для него это знак качества. Смотрите, я практически никто из ниоткуда, мальчик из деревни, из-под Питера, я, тем не менее, с самим американским президентом. Это очень, очень тешит самолюбие. И вот саммит мира, на который не позвали. Нельзя было придумать большего оскорбления для Путина. Все искали какую-то его уязвимость. Все оценивали, насколько для него серьезная рана отсутствия победы в войне. 2,5 года с маленькой Украиной ничего не может поделать. Для него это болезненно или нет? Да по факту-то нет. А вот он теперь ездит только в Китай и в Северную Корею. Для него это болезненно или нет? Да в общем-то нет. Он Сочи больше любит, да и Крым, собственно, хапнул, потому что тоже его любит. То есть получается, что Путин в этом отношении неуязвим, потому что у него интересы-то низменные. Для него же, как для совка, очень важно было перейти от баночного пива 3-литрового на баночное пиво 0,33. Вот и вся его эволюция. Вот и вся суть человека, который наконец-то вырос в личность. Он в личность вырос в параметрах потребления, а отнюдь не нравственности, ни морали, ни знаний, никакого вот ни было геополитического веса. И для него очень важно было, во-первых, получить приглашение, отвергнуть его публично и еще как-то устами Лаврова или какого-нибудь другого усатого персонажа рассказать о том, с каким презрением мы относимся к тому, что челобитную не так подают, кто вы и кто мы. А тут не позвали. А тут придумали новый международный орган, признанный сразу всеми. Даже те, кто не поехал, тем не менее его признали. А тем более туда приехал представитель Америки, а тем более Камалу Харрис, кто принимал у трапа самолета в Швейцарии? Президент Франции, Макрон. Это какая тоже удивительная совершенно страница в международных отношениях.
В Швейцарию прилетает представитель самой главной на планете Земля страны, Соединенных Штатов Америки, а встречает не швейцарский президент, не премьер-министр, а встречает французский президент Швейцарии, американского представителя. Ох, как интересно. Это тоже говорит о том, что очень много необычного здесь происходит. И приехал никому не нужный, тряпочный, на подогнутых ножках, приволакивающий переполненный от ужаса памперс, так уж и быть, немец, которого позвали, и Шольц, он абсолютно не нужен здесь. Но он обязан представить Германию в новой ООН, чтобы не было как в прошлый раз, потому что в Совет Безопасности ООН Германия не вошла. А теперь нужно в Совет Безопасности саммита мира во что бы то ни стало войти. И вчера не было, а сегодня есть у международного сообщества очень интересный, необычный инструмент, признанный всеми, кроме России. В России, конечно, истерика. В России, конечно, паника, потому что ничем на это ответить нельзя. Ну, вообще ничем. Россия во все времена, когда она оказывалась в кризисе, она отвечала только с позиции гопника и грубой силы из серии того, что если что, мы вас разбомбим. А что вы там? Да мы тут сейчас вам. А здесь даже вот так не получится, потому что страны, собравшиеся для того, чтобы обсудить поведение России, они совершенно не обращают внимания на то, что это ядерная сверхдержава, это одна из серьезнейших экономик мира, это какая-то вторая, непонятно с какой стати, армия мира. Это абсолютно никого это не интересует. И на саммите говорили о России, обсуждая ее как победители, которые делили Европу без участия проигравших. Это очень серьезная уязвимость для Путина. То есть вот так сильно, вот так наотмашь он давно не проигрывал на международной арене. И вот здесь он оказался абсолютно в непривычной для себя роли. Об него вытерли ноги. Для него это очень незнакомое ощущение. Да, Сергей, а, кстати, как можно воспринимать то, что многие вот страны на саммите мира, как вы говорите, да, что не обращали внимания на то, что там ядерное оружие, да, что Путин всем угрожает. Я к чему веду? Вам не кажется, что вот на этом саммите высказывания многих лидеров, в том числе и премьер-министра Италии Джорджа Мелони, о том, что если Россия не будет нас слушать, мы силой выбьем ее с Украины. Там тоже и Шольц говорил несерьезный, и Рютте, и Боррель. Вам не кажется, что вот была в Путина монополия, единоличное право на эскалацию в этом мире, а вот на этом саммите стало ясно, что это не только его право, не только он может угрожать, а ему могут угрожать вот этот Запад, тот Запад, о котором мы с вами не раз говорили, что он очень несерьезный, очень компромиссный и очень такой мягкотелый по отношению к Путину. Запад и здесь выдержал паузу и дождался, во-первых, когда позовут высказаться. Ничто не мешало Джорджу Мелони выразиться по этому поводу точно так же, не собираясь на какой-нибудь международный кворум. Можно было у себя в Италии об этом сказать, уж если ты такая боевая барышня. И здесь все заголосили очень правильно, очень конкретно, нагнетая, угрожая и объясняя, что им абсолютно не страшно после того, как они услышали это от Америки. Когда Трамп сказал, что он станет президентом, очень быстро решит этот вопрос. У него было несколько вариантов, ведь его первая версия была, что он заставит Украину сдаться, ему тут же все сказали, ну только попробуй. И у него была тут же план 2.0. Версия вторая, запасная, проверенная. Если Путин не сядет за стол переговоров с Украиной, Украине дам все, что она просит. И она эту войну просто выиграет. Всем американским оружием, которое есть, мы поможем изо всех сил. И мир очень точно понял, что говорит Америка. Неважно, что это на самом деле Трамп, который кандидат в президенты, он говорит уже в данном случае, зная о том, что Америка действительно в состоянии такую помощь оказать. И вот здесь уже воспряли духом все остальные, которые до последнего чувствовали себя один в поле воина, вроде как не хватало в тылу какой-то поддержки, и нужно было, чтобы еще помимо оружия была какая-то международность за плечами, чтобы всем миром, чтобы не один на один. Америка сказала, мы решим этот вопрос. И вот тут чуть-чуть этой малости, всего-навсего обещания на словах, но какие это важные прозвучали слова. До какой степени это
сильный посыл. Распрямили плечи, подняли головы и сказали: Россия, мы тебя не боимся. Мы сейчас можем позволить себе эту войну выиграть. И если ты, Россия, не поняла этого, то вот сейчас по отдельности посмотри на нас, на всех. А теперь представь себе, мы вместе. И мы точно знаем, что теперь уже эта война выигрывается на поле боя силовым методом. Мы к этому готовы. У нас есть для этого потенциал, у нас для этого есть Америка в тылу, и мы сейчас все это сделаем. И Италия, которая... Кто-нибудь когда-нибудь слышал про итальянскую армию? Да как-то, ну, наверное, была где-то она когда-то. Помнится, последний раз в Древнем Риме она себя показала. Потом несколько веков, в общем, не очень она как-то была заметна. Но Италия, которая говорит: Россия, я тебя не боюсь, Россия, я тебя разбомблю, Россия, я помогу Украине выиграть. Это очень важно. Это как раз последствия саммита мира, который мгновенно в одну секунду, вчера, будучи еще всего лишь политическим намерением, через 2 дня стал явлением и структурой. И у этой структуры происходит период очень стремительного формирования. То есть до создания войск коалиции саммита мира буквально полшага. Да, Сергей, хотел бы также вспомнить высказывание Пескова, который сказал, что там эффект от саммита мира приближается к нулю. Я привык, что очень часто Песков, если его спрашивают о каких-то подобных вещах, говорит: это не наша компетенция, это не до нас это не спрашивайте, пожалуйста, давайте дальше. А здесь он комментирует. Я привык к чему? К тому, что если что-то Пескова, мы понимаем, это род Путина, пытается прокомментировать, это важно, это тревожит Кремль, это беспокоит Путина. С одной стороны, конечно, бы очень хотелось, чтобы саммит мира действительно решил проблему, и чтобы война закончилась, чтобы наконец-то мир победил. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это в том числе прекрасный междусобойчик для дипломатов всего мира, которые приехали в Швейцарию, хорошо провели время, сказали правильные слова и разъехались, подписав коммюнике. Войну это не выигрывает. И говорить о каких-то конкретных последствиях, если мы пытаемся взвесить их и определить, что будет теперь в мире после этого саммита, конечно же, ничего. Этот саммит, в принципе, не сдвинул с мертвой точки ситуацию на фронте. Но политически это появилось еще одно очень важное, очень влиятельное, всем миром согласованное явление, которое превращается теперь в организацию. И именно поэтому и Песков, и Путин пытаются это как-то прокомментировать и заявить о том, что ну и ладно, нам не страшен серый волк, и вообще, в принципе, кто вы такие и что вы можете. И на сегодня ответ – пока ничего. Но это только пока. Потому что вчера еще не было, а за 2 дня произошло слишком много. И последствия очень серьезные. Путина, конечно же, это испугало. И, собственно, почему Путин выступил с мирными инициативами в преддверии? Они не мирные. У Путина ведь Россия на сегодняшний день живет как раз в кривом зеркале. Мир – это война, и там, тюрьма – это свобода. Поэтому, когда Путин говорит о том, что любые мои инициативы, например, оккупировать Украину, нуждаются в каком-то заголовке, в каком-то названии, он их тут же называет мирными. Знаете, это наши мирные инициативы взять и съесть страну. Это мы так за мир. Нет, это, ребят, вы не за мир. И обманывать вы можете себя только в переводе с русского на русский для внутреннего употребления внутри России. Все остальные прекрасно понимают, что это калька с Мюнхенского сговора 1938-1939 года. Это как раз попытка поделить Судетскую область Чехословакии и при этом еще взять и допустить к дележке пирога несколько других стран, как это было тогда, в конце 30-х, и к чему это привело. То есть Путин выступил с новым переделом мира и сказал, что война – это мир. Поэтому мои конкретно оккупационные военные притязания являются мирными. А выше ему сказать было нечего. Вот уже в тот момент было понятно, что абсолютно все советники Путина пожали плечами и сказали: Владимир Владимирович, а мы даже не знаем, что с этим делать. Мы вообще не понимаем, это настолько серьезно, что у нас не хватает для осмысления масштабной линейки, чтобы измерить последствия произошедшего. Мы разводим руками. Поэтому приходится придумать. Значит так, война – это мир, тюрьма – это свобода, мы всегда за мир. Третьей мировой войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется, как сказал Альберт Эйнштейн. И вот мы такие себе мирные, а это наши мирные инициативы. Нечего сказать, нечего сделать, нечего противопоставить. И когда после этого еще роскошная итальянка выходит и говорит: Путин, да мы тебя разобьем. Вот после этого становится
всерьез страшно, потому что уже не до смеха. Италия себе бы не позволила ничего подобного, не зная на свой следующий шаг. Это не просто риторика. Это результат того, о чем договорились за столом, вместившим 100 государств. Да, Сергей, хотел бы также поговорить о том, что в последние дни происходило в России. Не саммит мира, конечно, ничего подобного. Ростовская область и федеральная служба, и то, что там произошло с ней. Я о чем? В СИЗО номер 1 Ростова якобы 6 представителей, ну уже сейчас говорят, ИГИЛа, да, пытались, взяли в заложники всиновцев, пытались выпросить какую-то машину, их якобы ликвидировали, ну и потом сказали, что это ИДИЛ. Кстати, вот тот ИДИЛ, которого и обвиняет Кремль в теракте в Крокусе. Вот я как-то не случайно в те дни, когда саммит, опять поймали идиловцев, и ну вот уже прошло немножко времени, и еще украинский след не нашли. Выяснилось, что, оказывается, не Украина единой, есть еще и другие друзья у главных редакторов, которые пишут новости. Но события в СИЗО номер 1 Ростова-на-Дону – это ЧП только с точки зрения людей, которые не готовы. Потому что на самом деле оно не чрезвычайное происшествие, оно просто происшествие. В социологии есть такая очень важная отправная точка, которая и является дверкой, открывающей к науке вот этот очень большой запас ключей, чтобы понять, что происходит с людьми и почему в обществе подобное. Называется это мотивация. Вот мотив человеческих поступков. И мотив тех, кто идет в СИЗО гестаповцами. Вот эти вот работники режима. Кто эти люди? Почему они туда приходят? Зачем они приходят? Это трусливые садисты. Это люди, которые, с одной стороны, не хотят ничего. Они не хотят работать над собой, они не хотят учиться, они не хотят превращаться в маломальски приемлемых для общества. Они хотят быть садистами, они хотят ни в коем случае за это не расплачиваться, они хотят за это иметь деньги и власть. Они идут в тюрьму, где абсолютно все для них это люди не то что не сопротивляющиеся, они абсолютно покорные, они безответные, делают все, что угодно. И если ты садист, если ты настоящий гестаповец, то ты там сделаешь карьеру. И в этом СИЗО, это обычное совершенно СИЗО, оно ничем не хуже и не лучше, там есть нюансы, но в целом это нормальная система России. Это пенитенциарная система, о необходимости которой, реформирования которой говорили еще сидельцы 1937 года, а на самом деле еще каторжане образца 1812 года. Надо что-то делать, пока ничего не делается. И все СИЗО России, они построены по принципу такой нормальной коррупции. Потому что пока человек вне свободы, пока он за решеткой, тем более обостренно, ему очень много чего нужно, и он договороспособен. В СИЗО идут для того, чтобы за взятки спокойно поставлять туда из свободного мира за колючую проволоку все, что закажут. Телефоны, оружие, литературу, порнографию, еду, абсолютно все. И очень платежеспособными являются как раз выходцы с Кавказа. Там, Чечня, Карачаево-Черкесия, все остальные. Ну, так получается, что везде они по России, как всегда, при деньгах. Такая вот у них национальная особенность. Вот эти все люди, которые находились в следственном изоляторе, внимание, в следственном изоляторе, они уже после суда, они уже получили свои сроки там, по 18 лет за терроризм, за изготовление взрывчатки, и должны были по этапу давным-давно убыть на зону. При этом ареал их преступлений – это Карачаево-Черкесия. По закону Российской Федерации, где ты совершил преступление, там происходит суд, там же ты отбываешь наказание. То есть, по идее, они должны были сидеть в СИЗО не Ростова, а Нальчика, ну хотя бы там где-нибудь в Кабардино-Балкарии соседней, если страшно. Ну или, в конце концов, у себя непосредственно в Карачаево-Черкесии. Они получили срок, они должны были давно уехать. Но они же кормящие. Они же взятками выстилают благополучие персонала. И почему-то они остались в Ростове-на-Дону, и почему-то после того, как уже точно совершенно суд вынес решение, они остались в СИЗО, они ушли по этапу на зону. И поскольку они самые платежеспособные, они спокойно купили себе послабление по режиму, они купили себе преференции, они добыли себе нормальную еду, и посмотрите на их сытые лица. Они не выглядят людьми, отбывающими
наказания. Они выглядят очень даже вполне себе уверенными, крепкими ребятами, у которых все схвачено и все в порядке. Хотя, конечно, они не на свободе. Для того, чтобы люди остались на зоне, для того, чтобы люди не поехали на зону, а остались в СИЗО, для этого нужен какой-то начальник, причем желательно не следственный изолятор. Для этого идеально подходит начальник оперативного управления ГУПСИН по Ростовской области Александр Богма. Это как раз в его виде. Он, главный, гестаповец, и это он может сказать: вы знаете, я еще пока не допытал, не доузнавал, не договорил с контингентом нужные мне обстоятельства, поэтому, пожалуйста, их оставьте, по этапу не отправляйте. Вот они остались жить почему-то в Ростове-на-Дону, и выяснилось, что они хорошо платят, и Богма, судя по всему, это как раз тот самый человек, который очень неплохо с этого кормился. Что он делал в ночь с субботы на воскресенье не в своем СИЗО? Он там не работает, ему там делать нечего. И есть героическая, наспех слепленная легенда. Вы знаете, он возглавил переговоры. Он пошел на то, чтобы с террористами объясниться. А есть другая версия. Он как раз кормился с них. Это он им обеспечил оружие, он им обеспечил связь, он им обеспечил литературу, вот эти их повязки игиловские, которые так получилось, что они сами на себе надели. То есть не на трупах, а во время съемки они бравируют этим. Откуда это все появилось на таком режимном охраняемом объекте? Ну, потому что мотивация людей, пришедших в систему ФСИН, в том, чтобы как раз грабить, пытать и быть безнаказанными. И на этом, конечно же, зарабатывать. И когда Богма решил, что надо бы поднять тарифы, надо бы всерьез перетереть с ребятами за базар, ну, как раз самое время было приехать и поговорить. Но вот только у этих профессиональных ребят, у них план-то был совершенно другой. Они не собирались дальше двигаться по этапу, всего лишь навсего покупая себе послабление по режиму с тем, чтобы на зоне сидеть в тренировочном костюме и читать газету. Они не собирались на зону. И они, конечно, прекрасно использовали этого начальника, который решил, что он схватил Бога за бороду и теперь будет долго кормиться с этих карачаево-черкесцев. Они его позвали на переговоры, и дальше начался уже силовой сценарий высвобождения. Есть при этом еще легенда о том, что снаружи их как-то координировали, вели. Нет, ничего подобного. Как в американских боевиках, никакая машина их по ту сторону забора не ждала, но у них была прекрасная координация. Как так получилось, что, во-первых, они месяцами жили в Ростове, во-вторых, у них была связь, и в-третьих, они точно совершенно спланировали, отработали и притворили. Очень грамотный вариант действия. Прекрасно совершенно, слаженно и профессионально они провели и, во-первых, свой выход, во-вторых, захват заложников, в-третьих, переговоры. И дальше, учитывая, что Богма кормился не один с этих ребят, с этих террористов, у него как раз снаружи-то были те, кто все прекрасно понял. Легенда о том, что Богма приехал на переговоры, она вот как раз на разных весах лежит. Еще вариант, почему там ночью оказался? Не потому, что он герой на переговорах, а потому что, точно, он приехал на день рождения. Ну, так получилось, что ни у кого дня рождения нет. Ну, хорошо, а день рождения кошечки, собачки, может, кто квартиру обмывал? Это нужно срочно сейчас ночью хватать где-то нотариуса, ну, это не проблема, конечно, делать бумаги на квартиру, какие-то деньги проводить, сложно. Значит так, он герой, он приехал на переговоры. Нет, он приехал поднять тарифы, оказался в заложниках, и после того, как уже Богма подал сигнал бедствия, приехал спецназ, взял штурмом и, самое главное, ликвидировал всех до последнего. Ни один свидетель не выжил. Не у кого спросить, что было на самом деле. Особенно эпично выглядят те в наручниках, застреленные в голову в лужах крови. Потому что сначала сдались, потом были застрелены. А не наоборот, как рассказывают официальные средства массовой информации, что это раненые просто не дождались скорой помощи. Скорая помощь снаружи стояла. Ее дождаться — это ровно 15 секунд. Нет, не получилось. Поэтому, когда начальник оперативный всего управления по Ростовской области вляпался, и стало понятно, что взятки закончились, а неприятности начались, и было принято решение о ликвидации. Убили всех абсолютно, чтобы никто никогда не узнал, что произошло. Сейчас будет небольшая проверка. Богму наградят, потому что все-таки герой. И чрезвычайным происшествием это выглядит только для тех людей, которые не знают, как устроена система ФСИН в России. Она построена на гестапо, на пытках и на взятках. Взятки в данном случае привели не к тому финалу, к которому рассчитывали.
Сергей, о тарифах хочу поговорить. Вы вспоминали, но не о тарифах в СИЗО, о лучшей жизни, а о тарифах для россиян. Потому что вот Россия повышает налоги для продолжения войны. И вот в 2025 году там налоги, боюсь ошибиться, вот возрастет налог на прибыль от 20 до 25%, и там другие налоги возрастают, на прибыль, извините, 15-22%, и другие есть повышения. И наибольше на себе это будут ощущать, я так понимаю, сельскохозяйственные люди, да, которые в СГ работают. Почему? Потому что там на 200 якобы процентов или в 200 раз поднимают налог на Минудобрение. Вот как-то нестыковочка выходит, потому что вот мы научились жить в условиях санкций, это даже лучше и хорошо, что санкции ввели, говорил Путин, а здесь вот поднимают налоги, и что тогда дальше? Тогда все будет заточено на войну. Вот в Северную Корею что Путин прется? Потому что наверняка договорится о том, что нужно же люди, но не воевать, а работать в России. Для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше кормить и больше доить. Это главный принцип в России. Поэтому корова должна быть выдаена до последнего. И все для фронта, все для победы. И неважно, сколько при этом бизнесов закроется, кто при этом разорится, чем все кончится. Когда, в конце концов, кто-то, более-менее серьезный производитель, подступает к черте банкротства, его тут же забирает себе государство, и, наоборот, оно радуется тому, что теперь, посмотрите, под государственным управлением еще и появился там агрохолдинг, какой-нибудь там завод. Не случайно сейчас как раз частный бизнес, он так сурово расстается со своим владением, все переходит под эгиду государства. Ну, там Данон какой-нибудь, там Рольф, там все это, что там чеченцам дарится. Но при всем при том, самое главное, что это изымается из частного оборота. То есть было ваше, стало наш. И налоги, конечно, растут. Сейчас уже все забыли, а за что, собственно, сел Ходорковский в прошлом веке, в прошлой жизни? Что предлагал Ходорковский? Почему Ходорковского во что бы то ни стало нужно было посадить? Потом, конечно, придумали о том, что он выпил всю воду в кране и все нет в стране. Ходорковский предлагал прозрачную экономику. А давайте у нас будет прозрачная бухгалтерия. Вот посмотрите на ЮКОС, на мою нефтяную компанию. У меня все абсолютно сходится. Никто ничего не ворует, налоги все платятся, и понятно движение абсолютно всех денег во всех направлениях. Это было неприемлемо для России, потому что нефтяная отрасль, что любая другая отрасль, она обязательно работает в тени. В России во что бы то ни стало, везде, даже у самой прозрачной структуры, есть маленькая темная комната с тайнами и финансовыми потоками. Потому что кормить разведку, кормить чиновников нужно из тех денег, которые никто не декларирует, и движение которых желательно не отследить. И Россия, например, она создавала там отдельные направления, бизнесы специально для того, чтобы работать только в тени, только в серую. И некоторое время тому назад, когда министром была Голикова, она сказала, как так получается, что порядка 40% трудоспособного населения работает в сером секторе. То есть 40% для экономики страны — это как-то многовато. Они работают в серую, непонятно, какие у них доходы, и они не платят налоги. Не только они, как работники, не платят налоги, отрасли не платят налоги. И вот еще не так давно, например, в Москве у меня был любимый цветочный магазин, большой красивый цветочный магазин, в котором не было ни одного предмета из России. Это все был импорт. Это были обязательно там голландские тюльпаны, это были израильские розы. Потрясающий магазин, и у него не было кассы. Вообще кассового аппарата не было. По залу ходил человек, он, собственно, и ходит по сию пору, с бумажечкой и записывает, вам сколько цветочков? Ага, там с вас столько-то рублей, и вы наличными с ними расплачиваетесь. На двери у него написано там, такой-то юридический адрес, телефон смотрящей организации. То есть вот этот весь магазин, работающий только на импорте, он работает полностью в серую. Его вообще не существует. Весь денежный оборот, весь товарооборот, а ведь это привезти из-за границы, растаможить, это означает, что серым является и поставка. То есть из Голландии тюльпаны в серую приходят в Россию, везутся в серую по дорогам, доставляются на разные пункты. Что-то идет в Москву, что-то идет в другие города. А потом все это спокойно реализуется. То есть это целый сектор экономики, абсолютно работающий в серую. Точно так же работал авторитейл. Практически нету ни одного дилера в России, созданного не под крышей ФСБ. Ну, есть те, кто созданы под крышей Пострыкина, Следственного комитета, есть те, кто по Генпрокуратуре, ну, например, Авилон Великий, один из крупнейших холдингов Российской Федерации по продаже автомобилей, он как раз под прокурорскими ходит.
И специально для того, чтобы всегда был еще серый финансовый поток. И вот сейчас, когда Путин поднимает налоги, он поднимает налоги для легального бизнеса и переводит оставшихся в серый сектор. Ну, потому что, например, средний бизнес и малый бизнес, он не потянет вообще в принципе никаких финансовых потрясений, обременений и увеличения ставок. Ну, вообще просто он не в состоянии этого сделать. У него для этого ресурса нет. Это означает, что он идет в серую. Автосервис. Он вчера был официальный, на дверях там тоже было написано ООО такое-то, в случае чего звонить там в Роспотребнадзор по такому-то телефону, он тоже уйдет в серую. Он просто перестанет декларировать свои доходы, он переучредится и станет не ООО, а какой-нибудь там Иван и сыновья. И не будет он платить никаких налогов. И в сельском хозяйстве то же самое произойдет, потому что холдинг, который тем более зависим от погоды, от удобрений, от конъюнктуры, от ГСМ, от налогов на бензин, от Платона, у него обременений огромное количество. Тем более, что по осени всегда, когда начинается сбор урожая, обязательно нефтяники говорят, ну, вы знаете, мы ничего не можем поделать, мы поднимаем стоимость литра топлива, потому что иначе экономически нам невыгодно. То есть дерут с него, с сельхозпроизводителей 7 шкур. В принципе, сельское хозяйство в России выживает только, если оно дотационное. Если не дотационное, не выживает. И сейчас на него какое бы то ни было еще обременение, даже до 0,5%, ведет к разорению либо к уходу в серый сектор. Вчера это был колхоз, вчера это был агрохолдинг, а сегодня это разрозненные частные фермерские хозяйства, ну, у которых, знаете, ничего не выросло. Ну, вот так получилось, что по отчетности, а по факту, конечно же, выросло. И преступная экономика, где серые деньги и являющиеся основой государства российского, просто расширяется, серая зона становится больше, но первый эффект будет точно такой же, как от уничтожения воробьев в Китае. Тогда, перебив всех воробьев, получили на 1 год прирост урожая, а потом не стало урожая вообще никакого, потому что все насекомые, которыми питались воробьи, они расплодились при отсутствии надзора и съели весь урожай. По всему Китаю, в Китае начался голод. И нельзя сказать, что по сию пору он закончился. Поэтому путинская логика здесь и сейчас немедленно получить на троячок больше закончится тем, что, во-первых, кто-то умрет, остальные идут в серый сектор, после чего станет еще труднее обкладывать налогами. Но из этого следует, раз у тебя сократилась налогооблагаемая база, раз у тебя тех, кто легально платит налоги, стало сильно меньше, значит налоги нужно поднять. Их поднимут еще, и колеблющиеся, которые думали, а не пойти ли мне, ну, например, закрыть бизнес или уйти в серую, примут это решение, и либо закроются, либо уйдут в серую. После чего еще меньше будет платящих налоги, и придется еще раз их поднять, потому что иным способом из этой экономики денег не добыть. Ну, плюс население. Население, чем оно хорошо? Тем, что с ним можно делать все, что угодно. Можно там пенсии у них лишать, можно сбережений лишать, можно арестовывать. Ведь не случайно сейчас, когда нужно срочно пройтись по стране огнем и мечом и из любых копилок деньги достать, например, все дела против иноагентов обязательно идут с конфискацией имущества. Ну, хоть стиральную машину мы отберем, потому что солдаты-то на поле боя могут в честном бою в Украине добыть себе стиральную машину и привезти к себе в свою деревню. А у государства, у него все статьи последнего времени обязательно к конфискации имущества. Ну, потому что хоть троячок, хоть стиральную машину, хоть старый рваный носок, но мы что-нибудь с ним придумаем. Мы сначала отберем, а потом будем уже смотреть, зачем нам это было нужно. То есть у экономики под Путиным, у нее не блистательные перспективы, но Россия тем и жива, что она всю жизнь в серую, она хихикает, она держит за пазухой камень и фигу в кармане, и потихонечку двигается, помирая с голоду, обтрепавшись до локтей, но все-таки оставаясь, ну, так или иначе, пока еще не крестьянской вольницей махновцев, а неким, так или иначе, похожим на государство образованием. Поэтому налоги будут расти. Сергей, вот мы с вами разговариваем, и вот именно в эти минуты появилась реакция главы внешней разведки России Нарышкина на вот эти предложения мира от Путина. Что он сказал? Он сказал следующее, что Россия выдвинет более жесткие условия для начала мирных переговоров с Украиной, если Киев откажется от предложений президента Российской Федерации Владимира Путина, предыдущих, о которых мы с вами вспоминали. И вот у меня сразу вопрос. Если так называемое СВО идет по плану, если цели достигаются, если все нормально, зачем повышать ставки, принуждать к миру,
переговорам, если все и так блестяще идет, и вот Одесса, Днепр и Киев, вот 2-3 дня. Вот стоит посреди Кремля во внутреннем дворе оплеванный Путин, и ничто он не может сделать. И тут появляется Нарышкин и говорит: да вот теперь, да мы сейчас как топор из-за пазухи достанем. Да мы сейчас как? Никто ничего никак не может уже изменить в этой ситуации. И то, что называется мирными инициативами, которые теперь станут ультимативно более жесткими, это для Путина, и опять-таки, внутреннего потребления, потому что в мире, первый раз их прочитав, уже не нуждаются в разжевывании подробностей. Какой-то там Нарышкин что-то такое рассказывающее о том, что вот я сейчас с лица это сотру, промокну носовым платочком, и после этого достану наконец-то ножик и пойду всех резать. Да пожалуйста, да иди. Если хочется сверить свое миропонимание с истинной ситуацией, еще раз перечитайте премьер-министра Италии. Красивая женщина, которая вдруг абсолютно спокойно достала ножик из кармана и сказала: сейчас зарежу. И вот на это реагировать нечем. Ну, приходится реагировать. И даже Нарышкин, который по большому счету не интересен, ничего из себя не представляет и является просто-навсего говорящей головой, тоже должен хмурить бровки и рассказывать о том, что да мы тут что? Да мы тут, конечно. Да у нас еще знаете, сколько ого-го припрятано в кармане? Знаем, конечно. 2,5 года уже наблюдаем. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить про реально важные процессы. Это и саммит мира, да, и ростовское СИЗО. Вы указали на очень много интересных фактов, о которых я не знал. Я убежден, тоже наши зрители. Спасибо вам большое. Всього хорошого, слава Україні. Героям слава. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Сергій Славнян, аналітик, громадський діяч і ведучий каналу Ходорковський Лайф. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, ставте запитання в коментарях і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.